Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в новый эпизод подкаста. Здесь мы учим русский язык легко, интересно и с удовольствием. Сегодня 25 сентября 2025 года. И в этот день 119 лет назад родился русский композитор, которого знают во всем мире – Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он один из самых известных русских композиторов XX века. В этом видео я вам о нем расскажу. Если вы готовы меня внимательно слушать, то я начинаю. Дмитрий Шостакович родился в 1906 году в Санкт-Петербурге. Его отец работал инженером и очень любил музыку. Его мать была пианисткой и давала сыну первые уроки игры на фортепиано. Уже в 9 лет он начал сочинять свои первые произведения. В 11 лет Дмитрий Шостакович начал заниматься в музыкальной школе. С самого детства у него был большой талант к музыке. В 13 лет он поступил в Петроградскую консерваторию. Его учеба была очень успешной. Когда ему было всего 19 лет, он написал свою первую симфонию. Это было его дипломной работой, и это произведение сразу сделало его известным на весь мир. В 1927 году Шостакович участвовал в первом международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве, а через год первую симфонию играли оркестры всего мира. Молодой Шостакович стал звездой. Но жить в Советском Союзе было непросто. Власти хотели, чтобы искусство было простым и понятным для всех, а Шостакович писал сложную и серьезную музыку. В 1936 году его опера «Леди Макбет Мценского уезда» была сильно раскритикована в газете. Это был очень опасный период. Многие друзья Шостаковича были арестованы, и ему пришлось быть очень осторожным. Чтобы показать, что его музыка понятна людям, он написал свою 5-ю симфонию. Эта симфония стала очень популярной. В ней была и драма, и надежда, и она показала, что Шостакович настоящий мастер. Сложный период его жизни – это Великая Отечественная война. В это время он написал 7-ю симфонию. Это одна из самых известных историй в музыке, и она очень тесно связана с блокадным Ленинградом во время Второй мировой войны. Композитор Дмитрий Шостакович написал свою 7-ю симфонию в 1941 году, когда немецкая армия окружила город Ленинград.
началась страшная блокада. В городе не было еды, было очень холодно, и люди страдали. Шостакович не уехал из города. Он хотел написать музыку, которая расскажет миру, что такое Ленинград, и даст людям надежду. Он работал над симфонией прямо в Ленинграде, под звуки бомб. 7-я симфония – это как большая книга без слов, которая рассказывает историю блокадного Ленинграда. Шостакович разделил ее на 4 части. Первая часть – это мирная жизнь города до войны. Вторая часть – это война. В ней есть очень известная тема нашествия врага. Она начинается тихо-тихо, как будто враг еще далеко. Но потом она повторяется снова и снова, становится все громче и сильнее. Это как страшная армия, которая подходит все ближе. 3-я и 4-я части – это рассказ о боли людей, их борьбе, их силе и, наконец, о надежде на победу. Самое важное произошло в 1942 году. Симфонию привезли в Ленинград и исполнили прямо в блокадном городе. Музыканты были очень слабы от голода, но они играли. Во время концерта громкоговорители транслировали музыку по всему городу, и ее было слышно даже на фронте. Это было невероятно. Концерт стал символом того, что город жив. Он показал всему миру, что Ленинград не сдается. Эта музыка дала людям силы и веру в победу. Шостакович написал очень много музыкальных произведений. 15 симфоний, 15 струнных квартетов, 6 концертов для разных инструментов, 3 оперы, 3 балета, а также очень много музыки для фильмов. Он умер в Москве в августе 1975 года. Вот такая удивительная жизнь была у Дмитрия Шостаковича. Это история о человеке, который с самого детства был невероятно талантлив, но жил в очень сложное время. Я надеюсь, что вам было интересно. И, конечно, я очень рекомендую вам послушать его музыку, особенно его 7-ю симфонию. А еще давайте проверим, внимательно ли вы меня слушали. И я вам задам 2 вопроса. Пишите свои ответы в комментариях. Сколько лет было Шостаковичу, когда он написал свою 1-ю симфонию? И как называется его самая известная симфония, которую он написал во время войны? Спасибо, что вы слушали этот подкаст. До встречи в следующем выпуске. Всего вам самого доброго!